Заканчиваем проезд перевала Хабуработ. Слева-справа установлены вот такие вот знаки. Этиет Бошет Минахо. Я так полагаю, что это значит осторожно мины. Отголосок бывших тут этих боевых действий. Слева-справа никуда нельзя свернуть. Хотели там на горку подняться, там таких знаков штук 5 стоит. Ну, проверять, есть ли там мины, нету ли там мин. Что-то мы как-то не саперы мы. Поэтому держим курс строго по дороге. Видов особо никаких нету, снега практически тоже нет. Так, катимся и катимся. На 2000 поднялись, точка стоит, здесь источник. Ну что, источник, это просто вода с реки течет, немножко оформлена. Проще, конечно, воды в речке начерпать, чем ждать, пока оно накапает в бутылку. Мы в Душанбе на заправке. Зная то, что в Узбекистане не будет ни бензина, ни солярки, значит, взяли здесь 140 литров солярки с собой. И сейчас будем выезжать в сторону Узбекистана. Закончили проезд Таджикистана и въехали в Узбекистан. Ну что, можно подвести небольшие итоги проезда по Таджикистану. На въезде нам была дана бумага на временный ввоз автомобиля ровно 2 недели. С утверждением того, что можно ее продлить в любом таможенном органе. Любых таможенных органов в горах мы не встречали, поэтому решили выехать в установленное время, без продления, спустя 12 дней. Ну, последние где-то дней 5 мы практически никаких пейзажей особо не наблюдали. Коричневые горы, речка, коричневые горы. Снимать вообще нечего. Дороги тоже не было совершенно. Все размыто, все раздолбано, развалено. Значит, на въезде в Таджикистан, кроме того, что нам дали вот эту бумагу на 2 недели, нам, значит, еще пытались оформить временный ввоз на автомобиль 25 евро. Впоследствии его оформления все-таки таможенник оказался порядочным человеком, сказал: ну, я вам не буду выписывать, вам вообще-то это не надо. Но другой пассажир, которых там в будках сидит неимоверное количество, продал нам эту самую маршрутную карту на грузовик. Так что имейте в виду, вам будут наливать чай, улыбаться, и в то же время вас будут наебывать. Но были и положительные моменты встреч с органами. В Авере города Мургаб работница Ася очень быстро нам и качественно, четко так оформила временную регистрацию, что было очень приятно с ней пообщаться. Добро пожаловать в Таджикистан, сказала. Также следует упомянуть, что постоянно нас останавливали работники ДПС. Подходили, спрашивали: откуда, брат, куда, брат? И все, и поехал дальше. На последнем ДПСе нас даже этими пряниками угостили, хоть причем ни с того ни с сего. Зашел в журнал записаться, документы предъявил. Откуда там? Я там, говорю, с Калининграда. О, я в Латвии служил. На тебе пряников. Да нет, говорю, спасибо. Не, бери, бери, бери. Все, заставил взять. Но перед Душанбе, до Душанбе асфальта не было. Асфальт начался километров за 50 до Душанбе. И гаишник пошел такой более крупный, и более толстый, и более нахальный. За превышение скорости в 5 километров уже, значит, пытались там составить протокол, забрать права, документы передать МИД. В общем, какую-то херню начали вот это нести. 3 вот таких вот толстых в машине. Город Душанбе поразил. Соотносится город Душанбе с глубинкой, как небо и земля. Совершенно на разных континентах находятся, хотя страна и очень-то небольшая.
Выехали из Таджикистана, осмотр, в общем-то, был такой легкий, непринужденной машины. На въезде в Узбекистан осмотр был очень плотный. Мало того, что прошлись сканером, заставили взять какой-то брод полуметровый, за который надо платить. И, в общем-то, перетрясли у нас все вещи, включая личные вещи, все рюкзаки, ящики. Пересмотрена была даже крупа, макароны, банки с консервами в стеклянных были наверх повернуты, кастрюли, газовая плита, ну, все, что только можно. Ну, то есть, как бы они боятся, я так понял, наркотрафика со стороны Таджикистана и Афганистана. Проехав километров 10, мы случайно там на развороте провалился я задним колесом в какой-то арык глиняный, в глиняную канаву. Подъехал легковой автомобиль, говорит, помощь нужна? Не-не-не, говорим, спасибо, ничего, все, сами выберемся. Я спустил одно колесо, значит, зацепился передним колесом за землю, назад как выехал. Минут через 15 накачал колесо, смотрю, а этот же узбек стоит рядом с машиной. Пойдемте ко мне домой. Вот, говорит, дом у меня тут совсем рядышком наверху. Ну, думаю, на куда нам по темноте уже ехать? Поднялись наверх, поставили машину, и Сабир нас пригласил себе в гости. Вот такой вот маленький столик накрыли. Сказали, мы есть ничего не будем. Но он принес хурма, у него вот растет в доме. Также у него растут лимоны, растут конфеты, и у него свой хлеб из тандыра. Яблоки, печенье, там какое-то варенье, тут всего много очень, да. Мы очень удивлены просто гостеприимством. Ну, грех не отказаться. Большое тебе спасибо. Спасибо. На завтрак узбекский плов. Да. Сабир уезжает на работу, оставляет нас. Мы-то думали, что он нас по хозяйству поводит, все покажет. Ну вот так, говорит, не могу, нет времени. Это он нас вчера встретил около дороги, там буксовали и привел домой. Сегодня вот брат, дядя есть. Не обидят, да? Спасибо большое. Вам тоже. Спасибо. Спасибо. А, это зеленый. Ташкент не тизбринг? Спасибо. Адрес. А, вот это хурма. Вот такая гигантская редиска растет в Узбекистане. Очень вкусная. Буквально до того, как мы забуксовали, я заходил в магазин, хотел купить сим-карту. Спросил, сим-карта есть, нету. Выхожу, на улице стоят пацаны. Здорово, откуда, чего ходил, чего купил. Да хотел сим-карту купить, говорю, нету здесь. Он залазит в карман, на тебе сим-карту мою, говорит. Я себе купил, говорит, мне пока не надо, завтра другую возьму. Ну, вообще просто слов нету. Вот пока Узбекистан у нас вызывает исключительно очень положительные эмоции. Мы находимся в районе города Термез. Это самый теплый регион Узбекистана. Сегодня 24 ноября и на улице около 24 градусов тепла. Вчера на границе в обменном пункте поменяли 100 евро на расходы. Но часть денег мы уже немножко потратили на рынке, на сим-карту положили деньги. Ну, в общем, у нас денег осталось вот столько. Это где-то еще 80 евро. Ну вот, фотоаппаратная сумка будет теперь просто кошельком. Самарканд расположен на юго-востоке Узбекистана, в долине реки Зеравшан.
Древний город был известен еще с 742 года до нашей эры. Третий по величине и численности населения город Узбекистана. Его часто сравнивают с Римом. Он такой же древний, и здесь также много сохранилось памятников древней архитектуры. За свою долгую историю город пережил взлеты и падения, множество войн и расцветы империй. Долгие годы Самарканд был ключевым пунктом Великого Шелкового пути, являлся одним из восточных центров науки и культуры. Город окружен 13 величественными парками и садами, а его сердцем является одна из живописных площадей мира – Регистан. Мы в Самарканде. Вчера был дождь, сегодня дождь и снег. И на улице очень похолодало. Видимо, мы им холод привезли. Суп с фрикаделькой. Фрикаделька такая, как котлета. Самарканд – город контрастов. Заехали на красивую заправку такую, вообще тут все супер по-современному. Дизель, бензин, тут масло, все написано есть. Маша, нет, дизеля нету, бензин есть. Нахера нам бензин? Вчера мы были в Самарканде, а сегодня мы уже в Бухаре. Здесь гораздо более как-то приятно и душевнее, меньше туристов. Поэтому свободнее передвигаться и фотографировать. На улице плюс 11, плюс 12. Сильно жары никак нету. Немножко мы подустали уже и хочется чуть-чуть даже домой. Один из древнейших городов Центральной Азии. Возраст Бухары превышает 4000 лет. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближенные. За ее стенами сложился собственно город Шахристан. Его окружали торгово-ремесленные предместья. Через Бухару пролегал Великий Шелковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. Где живете? Калининград. Какой-то несолнечный Узбекистан оказался. Холодно, так как у нас. Едем домой. Пока завтракали, пошел дождь. Температура опустилась до 2 градусов. Наше направление движения домой, через Бейнеу. До границы с Казахстаном остается около 300 километров. Запас таджикской солярки начал парафиниться при температуре 0 градусов. И на улице легкий такой снежок начал образовываться. Я боюсь, что ночью можем просто замерзнуть и не завестись. Это у нас газпромовская солярка из Таджикистана. На улице всего лишь 0 градусов. Из канистры выливаю, а там хлопьями парафин уже, прямо как жир, прям парафин уже из канистры валится.
дальнобойщики выделили литр бензина, разбодяжили солярку с бензином, стала проходить через сетку. Сейчас колеса подкачаем. На улице сколько? -1 был уже, нет? Ты смотрел? Не, минусовой нет еще. Залили всю солярку, какая была. Бензина нам тут дали, в бак плеснули. Сейчас будем пытаться ехать. Что-то глохнет, блин, второй раз. На улице 0 градусов. Таджикская солярка себя проявляет, блин. Доброе утро! Мы в Казахстане, около Бейнеу. 2 месяца назад мы уже здесь были. За это время тут выпал снег и сильно похолодало. Вчера мы все-таки доехали до границы ночью. Солярка наша не замерзла, вот эта вся наша бодяга с этими присадками, с бензином. До границы ехали, температура опускалась до -10 градусов. Но, видимо, двигатель работает, обратка все-таки теплая, подогревается с баком, и мы доехали до границы. Узбекскую таможню прошли за 2 часа. Все было очень лояльно, досмотр поверхностный, выпустили нас быстро, но 4 часа мы стояли, ждали, пока нас пустят в Казахстан. В Казахстан нас запустили где-то около 6:30. За 1,5-2 часа мы оформились, тоже достаточно все лояльно, выехали и сразу же в степи остановились спать. Проспали 3 часа, вышло солнце, начало отогревать немножечко. На улице +3. Мы в Бейнеу на коммерческой заправке берем солярку непонятного качества. На Казмунае солярки нет. Холодно. Ценные изречения надо в судовой журнал записать, пока не забыл. Ночью было -9, завелись нормально. До Ссора не доехали 80 километров. Сон срубил, съехали в степь. Сейчас время 11 часов. Движем в сторону дома. Солярка -15. Берем в дорогу по 25 рублей солярку. 98-й день. Вчера в 12 часов ночи закончили проход границы из Казахстана в Россию. На улице -2 и снег. Движем в направлении Волгограда. По наплавному мосту едем. Река Бузан. Вчера проехали Астрахань. В связи с тем, что отравились, ночевали в мотеле. Сейчас из запасов 25-рублевой солярки заливаем полный бак и движем в направлении Волгоград. На улице -2. До хаты 970 километров. Едем, едим, спим, едем. Вчера снег, ветер, гололед на дороге. Ничего интересного, очень устали. Мы возвращаемся с летнего путешествия по Памиру, а страна уже успела приготовиться к встрече нового 2018 года. Освещается нашим путешественникам, да, Валерию. Расскажи-ка мне, братан, как ты ездил в Казахстан. Расскажи мне, только честно. Ты же был там повсеместно. Так ты покорял вершины, не жалел жену и шины. Как в песках ты застревал, что и где казахам врал.
расскажи нам по порядку, всю раскрой нам правду матку. И ты мудро мне ответил, что в рассказчике не метил, а чтоб что-то не наврать, лучше видео снимать.